Корвет к бою готов, Николай Федорович. Хорошо. Прикажите еще раз поднять американцу сигнал «Лечь в дрейф». Есть. Повторить сигнал американцу «Лечь в дрейф». Есть. А что будет, к примеру, сказать, если мы этого американца в плен возьмем? Как что? Согласно законоположению, наш командир прикажет капитана ихнего и помощника сейчас же на рею повесить. Ну, а которые пассажиры, невольники, значит. Тем полная свобода. Сплошное благоухание. А на американца видно. Полны трюмобочек с ромом ихним. И вовсе ты пропащий матрос, Лучкин. В такое время о водке думаешь. Прошу вас, Аркадий Павлович, записать следующее. Слушаюсь. Встретил Бетси в Аргентину под флагом Соединенных Штатов. Имея подозрение, что судно невольничье, приказал лечь в дрейф для досмотра. Пользуясь преимуществом хода, Бетси пыталась уйти. Тогда, действуя на основании конвенции по борьбе с негроторговлей, подписанной в числе других государств и России, взял на себя ответственность открыть огонь. Открыть огонь. Записано, Николай Федорович. Прикажите дать первый предупредительный. Слушаюсь. Первый предупредительный. Гранаты. По левому борту первая. Огонь! Они перешли от слов к делу. Придется, черт возьми, остановиться и дать себя смотреть. Что вы, капитан? Боцман! Ричардс! Бой, Рому. Ричардс, вывести из трюма всех негров. Всех до одного. Что вы собираетесь делать, сэр? Спасти свою шею от петли, а заодно и вашу. Ричардс, сэр, связать всех негров попарно и с левого борта в воду, чтоб сразу же тонули. Понял, сэр. Ваш бой все слышал, капитан. Ричардс! Прихватите его! Ну, живо! Не останавливается, Николай Федорович. Я боюсь, как бы там не расправились со своими пассажирами, вернее, с грузом. Такие случаи бывали. Прикажите набрать сигнал. Сэр, русские снова сигналят. Читай. Если... Громче! Если причините вред грузу вместе с капитаном и помощником, повешу всю
команду. Что же вы стали, боцман? Ну как же, сэр? Вы слышали, чем угрожает русской? Вам нет до этого дела, продолжайте. Мне дела нет на моей шее. Есть. Она очень в этом заинтересована, сэр. Эта честь представляется капитану и его помощнику, сэр. Мы закон знаем. Что? Бум! Всех не перестреляйте. Назад! Ну, чего же вы хотите? Негров загнать обратно в трюм, а самим утирать пока можно. Посчастливится, уйдем. Не посчастливится, каждый получит свое. Кому тюрьма, кому петля. Ну ладно, загоняйте обратно, черномаз. Николай Федорович, мы подошли достаточно близко. Я думаю, стрелять можно прицельно. Боюсь, Василий Андреевич, что нам сейчас будет не до выстрелов. И вообще не до этой Бетси. Попросить штурмана. А я уж и сам спешу к вам, Николай Федорович. Барометр стремительно падает в этих широтах бывает. На шторм или даже на ураган похож. Вот это маленькое пятнышко есть первый шквал. Свистать всех наверх, паруса убирать. Свистать всех наверх, паруса убирать. Пошел все наверх, паруса убирать. Что случилось? Почему он убрал паруса? Мы ослы, Петерс. Мы не моряки, а прачки. Вот куда надо было смотреть. Через 5 минут мы будем без мачт. Эй, живо рифы брать! А мачтам живо! Зачем, сэр? Ведь есть случай удрать от русских. Шторм! Шторм идет! Быстрей, быстрей, провисри, холеры, две чумы! Да видишь, заело! А вот те там заело! Что там с Гротбом Брамселем? Что он колдует? Парус ведь сорвет! Очумел он, что ли? Да встряхните его кто-нибудь! Слава тебе, Господи! Какая низость! Мачту рубите! Топоры! Топоры скорей! Рубить под мачту! Мачту рубить!
сорваться, не наскочить. Американца не видать! Вот он должно быть! Да! На руле! Как держать? Есть! Держи! Три крепче, три до блеску, три холеры, две чумы. Человек в море! Вижу человека! Что такое? Теперь я вижу. Свистать всех наверх, дрейф ложится. Свистать всех наверх, дрейф ложится! Баркас к спуску. Баркас к спуску! Не теряй из виду человека. Есть! Набрасы на правую! Человек в море, Николай Федорович. Левее, левее, извольте взять, Николай Федорович, вот так. Вижу. Видите? Живей, живей, молодцы! Каждая секунда дорога. Командиром Баргаза назначаю лейтенанта Горелова. Слушаюсь, Николай Федорович. Командир решил доставить вам небольшое развлечение. Я и не знал, что вы у него в любимчиках. И я не знал. А впрочем, за что же меня не любить? Я же не крепостник и не карьерист. Что вы имеете в виду, господин Горелов? Провитали! Ищите человека на норд-норд-весте! Не видно уже, найдет ли его Горелов. На Горелого надеюсь. Он помнит, что дело идет о человеке. Живой ли он? Вода теплая, может и живой. И как это, братцы, акула-рыба его не съела? Здесь этих самых акулов страсть. Да. Опаская наша флотская служба. Ох, какая опаская. Иван Иванович, найдет ли его Горелов, а? А вы видели, доктор, каким злым взглядом проводил Горелого Чебыкин? Разозлился, что командир послал не его. Командир всегда недолюбливал Чебыкина, а после этой истории с матросом... Какой истории, Иванович? С матросом Лучкиным, которого ударил Чебыкин. Ах, да, странно. Николай Федорович всегда преследует всякое рукоприкладство. И вдруг сам приказал ударить. Странно. Шторм, корвет в опасности. Сердца сорвалось, а Чебыкин не рад стараться. Помяните мое слово, командир спишет Чебыкина на другое судно. Да? Добьется.
Баркас назад пошел! Николай Федорович, совсем полумертвого с мачты сняли. Едва привели в чувство бедного мальчишку. Лазарет. Скорее, братец. Василий Андреевич, Да? снимайте дрейф. Есть. По местам стоять! С дрейфа сниматься! На грота браться на правую! Живо, ребяточки, живо! Ну, вот и молодец. Скоро совсем героем будешь. Чего ж ты боишься, братец? Не бойся. Запуганный он очень, ваше благородие. Видно, всего боится. Да, и заметь, ни разу не улыбнулся, ни разу. Ну, попробуем поговорить с ним. На каком же языке разговаривать с тобой, а? Parlez-vous français? Sprechen Sie Deutsch? Ну вот мы и выяснили, что ни по-французски, ни по-немецки он не понимает. Беда в том, что я других языков не знаю. Разве что латынь. Как ты думаешь, Филипенко, знает он латынь? Я так думаю, ваше благородие, что навряд ли. Вот и я думаю, что навряд ли. Остается, скажем, английский. Но тут я не силен. Но попробуй. Speak you English? How do you do? Что он сказал, Филиппенко? Не разобрал, ваше благородие, но, по-моему, он сказал «о». И, по-моему, он сказал «о». Сходи, голубчик, за лейтенантом Гореловым. Он у нас знаток английского. Есть. Don't be afraid. Do you understand? Don't be afraid of me. Да чего же он запуган? Да, очень-очень. What is your name? Tell me, what is your name? Tell me. My name is Boy. Что он сказал? Он сказал, что его зовут Мальчик. And what is the name of your ship? Бетси. Бетси? Что? Он, оказывается, с того самого судна, что мы преследовали 4-го дня. Интересно. Собрали, значит, 2 рубля и 33 копейки. Правда, не так уж и много, а все рабчонку пригодится. Все дали? Все, кроме писаря и Лучкина. А я так рассчитываю, что арабу наши деньги ни к чему. И я так рассчитываю, что арабчонку твой писарской пятак ни к чему. 3 холеры 2 чумы. А что это у вас ко мне какое-то особое благоухание, Тарас Матвеевич? Вот Лучкин тоже не дал, а вы ему ни одной холеры, ни одной чумы. А ты помалковай. С Лучкина что возьмешь? Он матрос и вовсе пропащий. Давно все с себя пропил. А що, братці, я чув, який диявол був цей американець-капітан. Не розбирав анафема, що перед ним безответна дитина, хоч і негра. У бідняги зараз вся спина сполосована. Да, насчет исполосованной спины, это и нам довольно знакомо. Сами недавно крепостными были. А ведь небось у нас все-таки объявили волю крестьянам. А у этих американцев, значит, крепостные есть. То-то есть. Чудно что-то. Вольный народ, а поди что. А что не слышно, Сойкин, куда денут потом арабчонка? Оставим надежным мусу в городе Капштадте. Раз, значит, туда придем. Вообще, что с ним делать, с этой черномазой нехристью? Вовсе даже дикие люди. Дикий, не дикий, а все человек. Пожалеть надо. Тоже писарщина полагает о себе.
Чтобы нам его одеть, Филипенко, а? Вот об этом-то мы, братцы, не подумали. Точно так, ваше благородие, мечтаний об этом не было. Кто там? Ходи. Это я, ваше скобродие. Что тебе, Лучкин? Заболел, что ли? Никак нет, ваше скобродие. Я вот платье арабчонку принес. Думаю, голый так сшил, а мерку еще раньше снял. Дозвольте отдать, ваше скобродие. Отдай, братец, очень рад. Мы вот думали, во что одеть мальчик. А ведь он раньше нас подумал. Ведь способное время было, ваше скобродие. Получай, Максимка. Одежа самая, братец ты мой. Very good. Одевай. Доноси на здоровье, а я посмотрю, как сидишь. Вали, Максимка. Ну, а почему ты его Максимкой зовешь, а, Лучкин? А как же, ваше скобродие? Максимка есть. Потому как его в день святого угодника Максим спасли, он и выходит Максимка. А потом опять же имя у арабчонка нет, надо же его как-нибудь звать. Да, Максимка, любопытно. Любопытно. Ну, одежда как будто во всем аккурате. Теперь валим наверх, Максимка. Погрейся на солнышке. Дозвольте, ваше скобродие. Иди, братец. Ну, что ж ты такой серьезный? Нагоревался, видно. Уже, брат, мы тебе и шапку справим. И башмаки будут, дай только срок. Вот он и Максимка. Теперь забудет идол американца. Знает, что российские матросы его не забидят. Так, значит, Лучкин, выходит, что ты у Максимки будешь вроде как нянька. Туда, за няньку. Ох и нянька с тебя, Лучкин, а? Пусть Максимка добром вспомнит российских матросиков. Конечно. Арабская, значит, нянька. Да уж как там оно ни наесть, а только я так скажу. Ежели у нас такой, прям сказать, подлец найдется, который будет забежать сироту, то пусть знает, что будет иметь дело со мной. С Лучкиным. Забежать дитё. Самый большой грех, какой ни наесть она. Наша или арабская, все дитё. И ты его не забить. Это верно, Лучкин. Только как же ты будешь лопотать с этим самым арабчонком? Ни ты его, ни он тебя. Не будь, договоримся. Он даром что арабского звания понятливый. Эй! Довалилочкой свистять. Эх, соловьиное пение. Ты стой здесь, Максимка, а я тоже пойду и сей момент вернусь. Понял? Значит, стой здесь.
А нянька-то, поди, в первом же порту дитё начисто пропьет. О. Он водка. Very good шнапс, Максимка, я тебе скажу. Very good. Молодца. Все понимает. А теперь валим мальчонка обедать. Небось, есть хочешь? Ишь ведь понимает. Пашковитай. А что, брат, примете в артель Максимку, а? Чего зря спрашиваешь? Садись с рабчонком. Я, брат, по той причине, что он негр. Но только я так полагаю, что всем хлеба есть хочется. А то как же. Это вот разве который дурак, как писарщина, Сойгин. Мелет безо всякого рассудка, а черномазый. Ну? Вот это бор, Максимка. Very good, братец ты мой. Кушайся на здоровье. Лучкин. Максимка. Максимка. Ты, Лучкин, отойди. Отойди и покличь его. Правильно. Вот теперь он наверняка отзовется. Максимка! Употеешь ты с ним, Лучкин. Брось! Я так полагаю, что жарко очень. Оттого ему трудно в понятие войти. А ну, попробуем еще раз. Ты, Свистунов, покличь его. Ну? Максимка. О. Максимка! Эй. Лучкин! Слушаюсь, ваш скомородие. Привыкает понемногу твой Максимка. А выкает, ваш скомородие. Вот только бьюсь я с ним. Мальчонка башковитый, он никак не может в толк взять, как его зовут. Ну, это мы сейчас наладим. Ой, go to me. Your name is Максимка. Do you understand? Максимка. And his name is Лучкин. Лучкин. Do you understand? Yes, I do. Ну вот. Теперь он будет знать. Ну, спроси. Максимка! Вот, ловко, ваше скомородие. Лучкин. Вот. А вот это рубах. Понял, Максимка? Рубах. А это рук. Нет, ну, зачем же рубах? Ты, Лучкин, правильно выговаривай. Рубах. А ну, все больше по-иностранному, ваше скомородие. Все больше, Максимке, понятней. А это вот все стоят братцы-матросы. А ну, скажи, Максимка, братцы-матросы. Братцы. 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 Ничего, придет время, скажет брат. Как скажет. Ух ты, Максим. Ой, да ты не стой, не стой на горе крутой. Ой, да ты не стой,
Ешь, Максимка. На сон грядущий пользительно. Ешь, сахар, вкусный. Ишь ведь, ласковый. Вид не знал доброго слова горемышной. Ну, спи, Максимка. А то завтра рано вставать. Ты где пассажир, а жить тебе надо будет по-матросски. Как следовать быть по расписанию. А то, знаешь, наш боцман, он к тебе добрый, дерется не зря, с большим рассудком. А все может подсердить руку, тебе по затылку треснут. Так что лучше ты по порядку приучайся. Ну, спи. Максимка, ключики, Максимка, ключик. О, молодца, Максимка. Спи. И хуфайку бы надо, Максим. А да что ж за человек без хуфайки? Конечно, без хуфайки никуды. Так ты думаешь, Захарыч, заговорить можно от пьянства? Можно. Есть люди, знают такое слово. Только вряд ли тебя заговорить. То-то я полагаю. Не заговорить. Лучкин, а Лучкин, Чего ты? хочешь, я тебя заговорю? Совсем пить бросишь? Ну? Клянусь, вот пропасть мне на месте. Дай $3, заговорю, я слово знаю. Да врешь ты все. Вот пропасть мне на месте. А вот я попробую без твоего заговора. У меня, кажется, собственное слово имеется. Прошло 2 месяца с тех пор, как Максимка попал на богатырь. Вся команда корвета полюбила смышленного и веселого негритенка. А Лучкин просто души не чает в своем Максимке. Ничего не поделаешь. Мальчик завтра ж будет сдан на берег в Гаване. Ну не возить же нам негритенка по всем морям и океанам. Да-да, Василий Андреевич, бедняга Лучкин. Он стоит и смотрит, скоро ли покажется берег, и не подозревает даже, что когда он загорячит земля, это будет началом разлуки с его Максимкой. Да, Александр Иванович, разлука неизбежна. Боцман! Чего извольте, ваше благородие? Варвар ты, боцман. На грот стенстаксель посмотри, посмотри. Ослаб маленько, ваше благородие. Ослаб маленько. Подтянуть? Слушаюсь, ваше благородие. Грот, стень, стаксель, фал, тяни. 3 холеры тебя чумы. Еще раз. Максимка, а ну скажи, братцы? Бацы! Молодца, Максимка. Матрос. Во всех статьях морской мальчонка. Да. Максимку. Максим. Їж, Максимко, смачно. Thank you. Спасибо. На здоровье. И нож у тебя завелся. Настоящий матрос. Кто ж тебе ножа дал, Максимку? Летчики. Золота дитина.
глядите, помчался к своему Лучкину. Лючики, Максимка, тебе давай, на, вкусно. Ах ты добрая душа. Кажись, первый на свете человек, что Лучкине не забыл. Ну, ешь сам. Не, на. Ешь, говорят, исполняй приказ, а то боцман скажу. Не надо, боцман, ты холера, твоя ума. Ну что, хорошо, Максим? Хорош, Лючик. Ах ты. Зашел! Чё? Зашел! Чё ты? Зашел! Ну, зорко жути. Настоящий морской глаз, Максимка. Земля! Вижу землю! Который, воняющий на берег, построится на шкапуте. Живо! Живо! Три холеры, две чумы. Сплошное благоухание. Понятно. Это что за баловство? Как ты смеешь во фронт? Ты что, матрос? А ну, тише отсюда! Лучкину, я вижу, тоже разрешен берег. Он ведь напивается очень. Видите ли, Николай Федорович, если вы, конечно, прикажете. Но, так сказать, Лучкин значительно переменился. Как переменился? А перестал пить. Совершенно. Даже отказался от своей чарки. Говорят, все это из-за привязанности к негритенку. В этом смысле, если позволите, Николай Федорович, я жалею, что мы расстаемся с негритенком. Да ведь это не так скоро расстаемся. До Гонконга еще месяца 2. Позвольте, Николай Федорович, а разве мы не сдадим Максимку здесь, в Гаване? Здесь негры в таком же рабстве, как и в Соединенных Штатах. Да. Возьмем мальчика с собой в Гонконг и сдадим там английскому губернатору. Вот теперь Лучкин на радостях наверняка напьется, Василий Андреевич. Очень правильно изволили заметить. Уж лучше я его совсем не пущу на берег. Ну за что ж такое недоверие Лучкину, Василий Андреевич? Обидно. Лучкин простой матрос, но в нем проснулись самые благородные, хорошие чувства. Ну зачем же их оскорблять недоверием, Василий Андреевич? Эх, батенька мой, какой вы горячий. Я ведь и сам полагаю. Однако все-таки следует Лучкину выпить хоть самую малость, и он уже не удержится. А в хмелю он буин. А вы знаете, Василий Андреевич, я думаю, что лейтенант Горелов прав. Спасибо, Николай Федорович. И знаете, я даже готов поручиться за Лучкина честью офицера.
Братцы, братцы, глядите, вон наш Лучкин со своим черномазом. Лучкин, вали сюда, угощаю. Это зачем, Сойкин? Заверяют, будто Максимка Лучкина от пьянства заговорил, так я проверку делаю, крепко ли. Лучкин, угощаю. Вот ром-то. Благоухание. Догоню его. Он у меня беспременный. Сегодня Максимка своего пропьет. За что, Матвеич? Не куражься над человеком. Тебе, писарщина, больше ни в жизнь не видать, чтобы Лучкин пил. Ну что ж, посмотрим. La riverana, a mí me gusta y oler por la mañana, jardín de flores, a mí me gusta y oler los labradores, vale más una serana con su matita de pelo que todas las señoritas vestidas de terciopelo. La riverana, a mí me gusta y oler por la mañana, jardín de flores, a mí me gusta y oler los labradores, vale más una serana. А это, Максимка, вроде нашего аиста. У нас, братец ты мой, на избах аисты живут, говорят, счастье приносят. А мне вот не принесли. A mí me gusta llorar por la mañana, jardín de flores. Видал, Максимка? А ведь табаку здесь самого вкусного на всем свете. Видим и не видим, да только... Вот, Лючики, боссман! Боссман, вечер, Бетси, Максимка, попадай. Да откуда тому? Тот давным-давно на дняку кормит. Y muy pronto volverá y verás que del bajío. Нет, не боцман, не Ичерс. Максимка пугался. Тот другой газ на этим бок. Ну, то так. Que te traigo cosas buenas, un besito para tus penas y muy pronto olvidarás. Adiós, mi chaparrita, no llores. Так что же, Лучкин, здесь? Не гуляешь со всеми? Так что, ваше скобродие, мальчонки, город. Гаван, то есть, показывай, опять же песни слушай. Да песни в каждом кабаке поют. Может, у тебя денег нет? Вот что, Лучкин, я тебя ударил, как будто не совсем за дело. Так вот, на тебе за обиду. Тут $1. Погуляй как следует. Ну что ж ты, бери. Премного благодарен, ваше скобродие. Гуляй. Ya no llores por tu Pancho, porque se va del rancho y muy pronto volverá. Y verás que del bajilio, que te traigo cosas buenas, un besito para tus penas y muy pronto olvidarás. Ay, qué cara. И он вернулся трезвым? Да, и я счастлив, что Лучкин выдержал береговое испытание. И должен вам сказать, меня глубоко трогает взаимная привязанность Лучкина и Максимки. Я уверен, негритенок, если надо будет, жизнью ради Лучкина пожертвует. Пожертвует жизнью. Комсоромонтинка. Да, господин Чебыкин, жизнью пожертвует, не задумываясь.
Полагаю, не все офицеры, хоть они и дворяне, способны на такие чувства. Такая вера в человеческие добродетели может вам дорого обойтись, господин Горелов. А меня удивляет, что, играя Шопена, музыку столь возвышенную, вы можете мыслить и чувствовать так... Александр Иванович. Так низменно. Лейтенант Горелов! Вы ретроград, крепостник. Господа! Господин Горелов, за нарушение порядка в кают-компании извольте немедленно отправиться к себе в каюту под арест. Простите, Василий Андреевич. Слушаюсь. А вы, Аркадий Павлович, уж слишком язвите Сашеньку. За что-с? И вообще... Что вообще, Василий Андреевич? Вообще, господин Чебыкин, прошу вас не заводить в кают-компании излишних споров. Да-с. Конечно, Аркадий Павлович, немного того. Но стоит ли нам, офицерам, из-за какого-то матроса? Я считаю... Я не считаю. Я прошу, господа. Доктор, взгляните, здесь прекрасно ложится вот эта карта. И все-таки, поверьте, командир спишет этого брандахлыста с корвета. Вы полагаете? Непременно. Вы забываете, батенька, что у Чебыкина отец адмирал, дядя министр. Капитан поставил бы себя под удар и свою карьеру. Я считал бы невозможным для себя жаловаться на остальных членов кают-компании. Но разговоры господ вроде лейтенанта Горелова, насчитавшегося предосудительных авторов, Добролюбова, Чернышевского, эти разговоры не встречают достаточного отпора со стороны старшего офицера. И если в министерстве узнают, что на военном судне... Благодарю вас, Аркадий Павлович. Однако считаю, что старший офицер отлично знает свои обязанности и вообще достойный моряк и патриот России и флота. Не считаю возможным и нужным вмешиваться. Вам же, Аркадий Павлович, поскольку вы чувствуете себя не совсем уютно в нашей кают-компании, я бы советовал подать рапорт с просьбой о переводе вас на другое судно. Благодарю вас, Николай Федорович. Я постараюсь непременно помочь вам в этом, как только мы придем в Гонконг. Скоро. Прощай, брат Максимка. Зачем прощай? Оставить тебя в Гонконге. Куда же тебе девать? Монет понимай. Айда, брат, с корвету. На берегу оставь. Я пойду дальше, а Максимка здесь. Мой нет берег, мой узко матос. А хошь, Максимка, русский матрос? Да. Брат, так будем просить, чтобы ему дозволили, а? Ну пусть плавают на богатыре, как вы об этом полагаете? Ну чего? Куда же мы беспризорного девать? Сирота ведь, пусть боцман доложит. Матвей, Чего тебе? вот Максимка желает остаться с нами. Ну? Хотим просить, чтобы ему дозволили. Уважьте, Матвеич, доложите старшему офицеру. Максимка, мол, сам желает, и команда просит. Ну да. Что ж, Максимка мальчонка аккуратный. Во всех статьях морской мальчонка. Только как капитан. А что? Согласится ли арабского звания и негру оставить на российском корабле? Как бы в этом не было того, загвоздки. Да никакой загвоздки не будет, Матвеич. Мы Максимку из арабского звания выведем. Как так? Окрестим в русскую веру, и будет он российского звания араб. Подходяще. Доложу старшему офицеру. А нет ли возможности, Николай Федорович, оставить Максимку на корвете? Это, видно, Лучкин хлопочет. Вся команда просит за негритенка, Николай Федорович. Да и я поддерживаю. Не могу, Василий Андреевич. К сожалению, не могу. Мальчик ведь из английской колонии. И я обязан поручить его покровительству английского губернатора. Вильбот у трапа? Так точно. Извольте направиться к губернатору. Да, на официальный визит обязан. Сопровождать меня будет лейтенант Горелов. Он готов? Он ждет вас, Николай Федорович.
За ваш любезный прием, милорд, я хочу отблагодарить вас маленьким сообщением. Во время плавания нам случилось подобрать в Атлантическом океане и спасти подданного английской короны. О! Это маленький негритенок, милорд, увезенный с невольничьего берега в Африке. Негритенок. Это, вероятно, и вам все сказал Александр Иванович? Пропадет здесь мальчик. Погибнет. Да-с. Так вот. Ведь мы нашли мальчика в океане. На ничьей территории, так сказать. Уважим, пожалуй, просьбу команды. Пусть остается на корвете. Спасибо. Спасибо, Николай Федорович. Лучкин, зайдем, выпьем за компанию. Угощаю. Да не, пущай мальчонка посмотрит, повеселится. Гуляем последний раз. То-то, последний. Обязательно, значит, надо выпить. Поскольку ты сегодня прощаешься с Максимкой, значит, ему на счастье, значит, ему фартило в жизни, поскольку теперь он остается один, без призору. Пойдем. Да ну, какое уж там счастье. Да пойдем. Да ну, жужжит, как шмель. Все простого человека забирает. Вот и Максимку забирает. Я, Зойкин, чего пить начал? Чего, я тебя спрашиваю? За что меня в матросы сдали? По каким таким правам? Жена барину приглянулась. Эй, это по правде. Эй, Джину! Джину давай! Лучкин, может, хватит, а то переберешь. Не бойся, Максимка, друг милый, я тебя не пропью и не отдам. Ты, писарская душа, у меня Максимку забрать хочешь? Признавайся, ты! Убью! Лучкин, ты ведь уже 4-й риф завязываешь. Уйти пока от греха. А то может сплошное благоухание получиться. Покедова. Мой. Максимка, друг милый. Мой. Джин. Кто такие? Где Максимка? О. Максимка! Максимка!
Ты что, разучился чистить сапоги? Я начал тебя школить с самого начала. Сэр, не бейте меня. Максимка будет есть хорошо. Опять Максимка? Тебя зовут Бой? А ну дай сюда плеть. Ну, живо, живо! Становись. Кто там? Осмелюсь доложить, сэр. Русский матрос проснулся. А сколько он проспал? Двое суток и 4 часа, сэр. Снадобье действует верно, сэр. А может быть, он просто сонет? А мне нужны матросы. Ну, я сейчас посмотрю, что за добро вы мне достали. Ну, идем. Будешь переводить? Ключики! Бай! Максимка! Бай! Максим! Назад! Дик! Ключики! Где была найдена эта бескозырка? В районе 4-й пристани, Николай Федорович. Это пристань для мелких купеческих судов. Да, 5 дней поисков немного дали. А что, Николай Федорович, если Лучкин в самом деле из-за негритенка того прячется где-нибудь? Напрасно простоим в Гонконге. Не могу поверить, чтобы русский матрос нарушил воинскую присягу. Нет, что случилось с матросом? Начальник полиции полагает, что Лучкина напоили, и он попал на какое-нибудь купеческое судно, которому нужны матросы. И я думаю, он прав. Будем искать еще 3 дня. Ищите в районе 4-го причала. Есть.
И знаете что, лейтенант Горелов? Слушаю. Пусть наши матросы побольше поют. Поют? Да. Наши русские песни. Послушай, индус, чего от меня хотят, а? Где это я? А? Максимка мой где? Ай, Максимка. Мальчонка мой где, Максимка? Максимага, бой. Максимка, Максимка, бой! Бой! Лютики! Максимка! Говори скорее, Максимка, куда это мы с тобой попали? Чего хотят от нас? Лютики, Максимка, попадай! Бетси, Бетси! Максимка, попадай! Лютики остался здесь, работай матрос, работай Бетси! Как так? Не согласен. Я российский матрос. Понятно? Не хочу Бетси. Лютики, давал свой пальчик. Лютики, давал свой пальчик. Ой, Максимка здесь, бей, капитан, бей, попадай, Максимка. Ничего, Максимка. Потерпи, мальчонка. Пока мы в море не ушли, не теряй надежды. Наши нас вызволят. Не такие российские, чтобы своих оставлять. И здесь никто не откликается. Так точно, ваше благородие. Видать, и тут нету. Ой, да ты не стой, не стой. Устал, Артюхин? Ваше благородие, а может мы туда возьмем? Вон на рейде какие-то огоньки. Эй, боцман! Есть, сэр. Боцман здесь. Где-то орет капитанский бой. Заткните ему глотку. Будет исполнено, сэр. Какая-то шлюпка вертится возле нас. А ну подожди, Петя Артюхин. С этого купца какие-то голоса откликались. Нет, видно, показалось. Ой, где ты, чертов сын? Убью! Ваше благородие, ей-богу, я слышал, кто-то кричит «братцы!» И так жалобно, и голос вроде детский, Максимкин. А ну, тише, слушайте. Максимка никогда братцы и выговорить не мог. Пошли дальше. Братцы! Братцы!
стой! Суши весла! Теперь, кажется, я слышал. Весла на воду, табань. Сторожа, благородие! Вот здесь был. Теперь не видать. Кажись, под воду ушел. Поймал. Осторожней. Арабчонок. Эй, на купце! Будите капитана Ричард и поднимите потихоньку команду. Предстоит драка. Эй, на купце, кто есть? Боцман. Есть. С 4 гребцами останешься на баркасе. В случае чего на корвет и доложить капитану. Слушаюсь, ваше благородие. Передних банок 6 человек за мной. Чем обязан? Вы капитан. Капитан шхуны Мэри из Южных Штатов, а вы? Русский офицер с военного корвета. И что же вам угодно, сэр? Нам нужен русский матрос, тот, что попал к вам неделю назад. Вы ошибаетесь. Никакого русского у меня нет. Я пошлю на корвет за командой и дам знать в полицию. Только без угроз. Приведи новичка. Я не знаю, какого человека доставили мне неделю назад. У меня не хватает людей, и мне нет дела до наций. Но я знаю только, что он подписал контракт. Вот. Смотрите. Я не вижу здесь никакой подписи. А палец, сэр. Для вербовщиков отпечаток пальца — это все, что требуется. А почему же вы добровольно завербованного держите в заперти? У него очень буйный характер. Вот. Здравствуй, Лучкин. Здравия желаю, ваше скобродие. Грех попутал, чуть был с ними в море не ушел. А все из-за этого подлого вина. Спасибо, братцы. Опять я с своими, с российскими. А зачем ты контракт подписывал? Палец прикладывал. Палец? Не знаю я ни про какой палец. Не ведаю, ваше скобродие. Кулак тот действительно прикладывал. Это мою подпись тут у многих на зубах прочесть можно. Один вопрос, сэр. А как вы узнали, что этот дьявол у меня? Ну, это уж наше дело, мистер. Прощайте. На баркас! Ваше скобродие. А Максимка? Здесь он. Неужели мы оставим мальчонка этому лютому зверю? Идем, идем, Лучкин. Все как надо. Сэр, я вам вернул вашего человека, отдайте мне моего. Кого это? Моего боя, которого ваш матрос называет Максимка. Это он помог найти вам вашего матроса, отдайте мне его. Это мой негр, мой раб. Русские не признают рабство. Но здесь на шхуне территория штатов, и тут действуют другие законы. Боюсь, вы заблуждаетесь, мистер. У нас действительно есть негритенок. Максимка, юнга русского военного флота. Когда-то он принадлежал одному мерзавцу, капитану шхуны Бетси, торговцу неграми. Полагаю, ваша Мэри не Бетси, и вы не тот капитан? Иначе нам придется вас задержать и как пирата повесить. Да-да, я вижу. Вы не тот капитан. Значит, вам принадлежит какой-то другой негритенок, а не наш Максимка. К тому же он сейчас находится на русской территории, для вас недоступной, мистер. Не бойся, Максимка, не бойся. За мной. Ты, Лучкин, Максимке свободой своей, а может быть, жизнью обязан. Так точно, ваше скобродие. Ну, за спасение жизни русского матроса зачисляем мы твоего Максимку в экипаж нашего корвета. Премного благодарны, ваше скобродие. Фамилию мы ему дадим по названию нашего корабля, и будет он юнга российского военного флота Максим Богатырев.
На флаг! Мирно! Ты что, Юнга, не знаешь, что на подъем флага в строй надо? Становись, где полагается. Есть! Флаг поднять!